Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Разница между платным контентом и тем, когда Тэйкук находится в свободное время без камер. «Мои отношения с Тэхёном не для камер», — сказал Чангук. И это никогда не было так громко, как сейчас. Они такие игривые. Девятое место. Парни давно уже стали семьей друг для друга. Семьей, в которой есть огромная поддержка друг друга, взаимопонимание, искренность и невероятная любовь. Восьмое место. Совпадение или нет? Мой глаз просто случайно зацепился за эту панамку. Это может быть и не она, но просто как факт. Нет, но мне все еще не дает покоя эта куртка. Там же даже кармашек есть. А еще не забывайте про 2 шлема у Чангука. Просто скажу, что слишком много совпадений. Если Тэхён что-то сделает, Чангук сделает это тоже. Но это же женская версия Тэйкук, они существуют в реальности. Седьмое место. Это было, и этого не забыть. Шестое место. Поведение пары. Они такие магниты.
Я один не видел этот момент. Они такие милые. Помните эфир Чангука, когда за кадром Тэхён напевал песню Бибера? А когда слили номера отеля и Вла, и у Тэхёна с Чангуком был один и тот же. А еще когда Тэхён сказал: «Разве мы не делим комнату?» Джин тогда сказал: «Разве твоя комната не такого же размера?» Еще в 2020 году Тэхён выложил твит, где за кадром напевал Чангук. 2018 год. Чангук и Тэхён делили комнату вместе. 2019 год. Чангук и Тэхён делили комнату вместе. 2020 год. Чангук замечен в квартире Тэхёна. 2021 год. Чангук и Тэхён делили комнату вместе. 2022 год. Чангук и Тэхён делили комнату вместе. 2023 год. Чангук и Тэхён делили комнату вместе. Этот взгляд. Когда хочешь быть крутым в глазах своего бойфренда? Весело? Легкотня. 5 место. Все смотрят в камеру, но не Чангук. Конечно, на Тэхёна приятнее смотреть, чем на камеру. Четвертое место. Забота. Руководство от Чангука, как заботиться о Тэхёне. Готовить для него еду, кормить, делать массаж, позволять отдохнуть на своем плече, помогать. 입고 오세요. 알겠습니다. 여기가 또 서울 아닙니까? 옷 입고 오세요. 여기가 또 서울이잖아요. 서울이니까 제가 Чангук держал Тэхёна 1 минуту и 20 секунд после целого концерта, к слову. Просто лучший бойфренд на планете. Третье место. Новости Чангука и Тэхёна. Расписание Тэхёна. После марш-броска в понедельник, со вторника по пятницу запланирована психологическая подготовка. Расписание Чангука. В среду был запланирован марш-бросок, но перенесен из-за скопления мелкой пыли в воздухе на 12 января. Сегодня сообщили о том, что дата скорректирована на 15 января. Руководство ждет, пока уровень загрязнения воздуха снизится, так как при интенсивной физической нагрузке дышать ею очень вредно для организма.
Завтрак Тэхёна, рис, рагу из тунца с кимчи, тушеная курица с овощами, салат из белой редьки, кимчи из молодой редьки. Завтрак Чангука, рис, суп из соевой пасты, жареный картофель с беконом, закуска из мяса и овощей, кимчи из пекинской капусты. Обед Тэхёна, рис, суп с рыбными котлетами на шпажке, жареная копченая утка, салат из чеснока с приправами, рулетики из редиса с овощами, кимчи из пекинской капусты. Обед Чангука, рис, рисовый суп на говяжьих ребрышках, куриные жареные ножки и соус, салат из соленых кальмаров, кимчи из редьки. Ужин Тэхёна, рис, острый рыбный суп, чапчи из ростков фасоли, свиные ребрышки на пару, кимчи из редьки, клубничное молоко, йогурт. Ужин Чангука, рис с говядиной, яичный суп с грибами ноки, юринги, курица, обжаренная с перцем, маринованные огурцы и лук, кимчи из китайской капусты, рамён. Поговорим о погоде. Заметили? -6 и там, и там. У них температура даже днем растет одинаково, а это значит, может только одно. Мужья и погода нам на это не намекает, а уже кричит. Шутка, а может и нет. Сегодня день военной зарплаты. Ребята все еще стажеры, но получают ту же зарплату, что и рядовой. Говорят, что ежемесячная зарплата солдат недавно выросла до 640 тысяч вон, 44 118 рублей. Их зарплата будет перечислена на карточку «Люби свою страну», которую они сделали при зачислении на военную службу. Немного об учебном центре Чангука. В свободное время по выходным новобранцы могут заниматься в тренажерном зале, петь в караоке, играть в игры и так далее. Условия хорошие. А сегодня и правда поистине доброе утро. Ведь прошел целый месяц наших страданий с момента ухода Тэхёна и Намджуна в учебный центр. Целый месяц адских мучений и внутренней мясорубки. Но мы справились, и это наша первая маленькая победа на пути к огромной награде – возвращение парней домой. Сил нам, мы отлично справляемся. Марк Доминус, один из любимых художников Тэхёна, написал в Твиттере пост. Только что увидел это в 7-м эпизоде. Так волнительно быть частью дома Тэхёна. Спасибо, армии, за вашу поддержку все эти несколько лет. Во время техасского турне Тэхён купил 2 картины 65-летнего неизвестного художника в галерее, куда он случайно зашел, чтобы избежать дождя. Произошло это сентябрьским вечером на выставке Месседж в галерее Cattle Art Gallery в Далласе, штат Техас, где было представлено много работ Доминуса. BTS в окружении охранников и фотографов подошли к владельцу галереи Фрэнку Компания, который узнал в 7 мальчиках BTS. Марк Доминус много лет писал маслом и всего месяц занимался акрилом, но именно Тэхён стал тем, кто впервые купил его работы. До этого Марк продавал их только знакомым. Он полчаса беседовал с Тэхёном, используя Google переводчик на своем мобильном телефоне. Тэхён спрашивал еще, желая увидеть больше его работ. Купив картины, Тэхён крепко пожал руку Марку Доминусу и сказал по-английски: «Пусть ваш день будет ярким». Юнги сказал: «Если бы не пандемия, мы взяли бы перерыв еще в ноябре 2020 года длительностью на 2,5 года. Мы не ожидали, что пандемия будет такой долгой. Мы собирались закончить турон, и я должен был зачислиться на службу где-то в ноябре 2020 года. Таким должен был стать наш финал. Парни потеряли столько времени, они уже давно могли вернуться». Чангук в Париже. Тэхён сказал: «Я уверен, армии прекрасно об этом знают. Мы шли вперед все эти 11 лет, невзирая на то, насколько были уставшими. Мы думали друг о друге, о армии, и просто стремились вперед, словно безумцы, с мыслями о том, чтобы не отдаляться от армии. Таким образом, мы смогли сделать все, что в наших силах,
Это то, как мы вообще что-либо делали. Сейчас настало время для того, чтобы упорядочить наши мысли. Это поможет нам вернуться с еще более лучшей версией себя и лучшими выступлениями. Мы не говорим о том, что закончили. Мы просто говорим о том, что работали очень тяжело, и нам нужно некоторое время для того, чтобы вернуться. Спасибо за эти слова, Мишка. Они помогают нам понять, что армия для вас своего рода перерыв на себя, на переосмысление своей жизни и своих желаний. Вы готовились к этому и рассматриваете этот этап как передышку. Мы будем терпеливо ждать и надеяться на то, что ваше желание творить для ради нас будет все той же движущей силой, которая помогала вам всегда и во всем быть лучшими. Чангук сказал: «Я хочу поблагодарить всех за то, что вы полагались и поддерживали друг друга на протяжении всего этого пути. Я не знаю, что произойдет в моем будущем, но постараюсь сделать все возможное, чтобы пройти несколько шагов вперед к финальной картине, которую для себя нарисовал». Корейские магазины, которые продают февральский номер Harper's Bazaar с Тэхёном, не могут обеспечить всех желающих приобрести журнал. Привет! Это книжный магазин Кьёба. Приносим извинения, поскольку доставить заказанный вами февральский выпуск Harper's Bazaar невозможно, так как количество заказов превышает доступное. Мы обратились к издателю с просьбой пополнить запасы, но получили ответ, что это будет трудно сделать. На нескольких платформах журнал находится в Sold Out. Чангук победил в номинации «Артист года» в цифровом формате на Circle Chart Music Awards с песней Seven. Чангук одержал победу в нескольких категориях на премии Circle Chart Music Awards: «Артист года», «Цифровые прослушивания», «Seven Артист года», «Глобальные прослушивания», «Seven», «Артист года», «Продажи альбомов», «Golden». Тэхён в документальном сериале BTS Monuments Beyond the Star. Кто-то из участников однажды привел отличную метафору о нашем успехе. Все, чего мы хотели, это любоваться видами с нашего воздушного шара, но мы поднялись аж до самого космоса. Это бесспорно пугает. Думаю, эти слова лучше всего отражают то, что мы чувствуем и чего другие не смогут понять, пока не испытают подобного на личном опыте. Мы и не мечтали достичь настолько небывалых высот. Нам просто хотелось путешествовать на своем воздушном шаре, радовать фанатов и делать что-то стоящее для мира музыки. Но неожиданно мы пересекли атмосферу и увидели не только звезды и планеты, но и бескрайнюю тьму, которая и по сей день иногда вызывает мурашки в животе. Артем Федорченко в Instagram под песню Чангука «Standing Next To». Тэхён позволяет взлететь продажам Compose кофе всего за 10 дней, а бренд выходит на мировой рынок. Другие кофе франшизы в панике. Еще одно сообщение. Вы будете смеяться, но Идея кофе, конкурент Compose Coffee, провели сегодня экстренное совещание, потому что образовался кризис, и они прогнозируют теперь тяжелый для себя год. Ким, амбассадор кофейни Тэхён, сделал кризис для компании за 10 дней. Второе место. Это так интимно. Юный Чангук и Тэхён. Сколько бы им ни было лет, их чувства всегда читаются по взглядам друг на друга.
Ох уж это восхищенное лицо Чангука. Первое место. Чангук сказал: «Моя мама гонялась за папой, потому что он был красивым». Также Чангук кричит на каждом углу: «Тэхён – самый красивый человек, которого я видел». Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.